Как получить так называемое второе пробуждение, оно же Desire Worker. Сразу скажу, что Desire Worker по сравнению с первым пробуждением берется в разы сложнее и дольше. Чтобы тебе было проще, я оставил для тебя план из 26 шагов в описании, а в самом видео я раскрою его чуть подробнее. Все предметы книги, про которые будет идти речь в гайде, находятся в Normal инвентаре и обрамлены золотой рамкой. Говорю это, чтобы сэкономить тебе время, потому что по пути будут давать другие, необязательные для Desire Worker книги, которые можно не проходить. Между шагами плана, кроме всего, будет еще беготня и разговоры с NPC. Тут все стандартно, просто бежим по стрелкам и общаемся, сдаем, берем квесты. Еще раньше были моменты, когда ты внутри книги, ты мог быстро пробежать ее, убить босса и выйти, при этом не сдав квест нужному NPC, приходилось разбираться, что пошло не так, а потом перепроходить книгу заново. Вроде бы сейчас это уже пофиксили, и мы не можем выйти из локации, если не поговорили совсем с кем нужно. Но это не точно, поэтому сразу лучше внимательно смотри в квесты, когда проходишь книги. Будет пару раз, когда дается выбор, пройти какое-то дикое количество определенный данж или подождать и сделать по-человечески. Я прекрасно себя чувствовал, все хорошо, действительно. В общем, у нас тут все нормально, все хорошо. В гайде я сразу проложил тебе оптимальный маршрут, чтобы ты не тратил кучу времени на это. Но если хочешь, то можно и данж изнасиловать. Шаг номер 0. 65 левел плюс красный квест в Grasscover кемпе. В теории можно прямо на 65-м кинуться делать Desire Worker. Но я бы советовал сначала взять кап уровень. Так проще будет. Начинается все с предмета книги, который надо юзануть и нас перенесет внутрь первой книги. Книгу дают, когда берешь красный квест в Grasscover кемпе. Первая книжка и первый шаг в плане. Это книга Лили слабая. Просто обычный данж. В конце слабый босс. Черная копия Лили. Зачищаем все комнаты, босса, выходим. Второй шаг. Deadbeat Factory, эпизод 4 на манике. Проходим просто ее разок. Третий шаг. Книга Лили, но тут уже сильная. Тот же данж, что и раньше. Только теперь с Лили придется потягаться. Но даже если ты не справишься с ней легко, респаунеры тебе помогут. Четвертое. Книга Стеллы слабая. Все как и с Лили. Сначала Стелка будет слабая, потом сильная. Черная Стелла ведет себя немного по-другому, в отличие от игроков. У нее типа бесконечный Soul Cry, и она сидит в нем довольно долго. Пока ее дедуля пытается надавать тебе по кочерышке. Деда можно не дамажить. Главное бить Стелку, и все будет хорошо. Пятый шаг. Книга Стеллы сильная. Надеюсь, из предыдущей слабой книги ты примерно понял, как бить Стеллу, потому что здесь она будет в разы сильнее. Шестой шаг. Книга Эрвина слабая. Такая же история, как с Лили и Стеллой. Единственное, чем Эрвин отличается от своего оригинала, это его ульта. Она не стреляет из пулеметов, а выпускает самонаводящиеся ракеты, которые довольно больно прижучивают. Еще и снайперкой долбит сильно. Книга Эрвина сильная. Если ты не сгорел с ваншотов снайперки Эрвина и прошел эту книгу, то можно идти дальше. Восьмой пункт. Открыть алтарь. Чтобы проходить цепочку квестов на Desire Worker дальше, нам нужно пройти алтарь, а для этого его нужно открыть. Поэтому в этом восьмом шаге будет еще 5 подшагов для открытия алтаря. 8.1. Пройти цитадель на любой сложности. Для этого либо проходим синий квест в Ruin Fortress, таким образом открывая циту, и проходим уже саму циту после этого. Либо просто можно купить портал у Грутина в цитадель. 8.2. Общаемся с торговкой в Grasscover Camp. 8.3. Покупаем у той же торговки Mark of Greed за 2 миллиона дзенаек. 8.4. Крафтим Empty Soul Orb. Уже, конечно, не у торговки, а у Женьки крафтерши. 8.5. Общаемся с Тенебрисом в Grasscover Camp. Алтарь открыт. Шаг номер 9. Пройти алтарь на харде. Не на манике. Просто проходишь его на самой легкой сложности и все. Можно соло. Я обычно так и делаю. Шмоток из коробки тебе вполне хватит. Шаг 10. Книга Хару слабая. Ничего необычного. Те же данжи. И в конце черная Хару со злыми бананами. Шаг 11. Книга Хару сильная. Злые красные бананы тут уже угрожают сделать из тебя фруктовый йогурт. Но ты справишься. 12 шаг. Берем оранжевый промо-квест в Grasscover Camp. Красные предквесты закончились. Наконец-то начинаем делать Desire Worker. 13. S303 Shelter. 4 эпизод на манике. Просто разок пробегаем. 14. Собрать 200 examples of Supermasasi. Supremacy. Они падают с ХХ, падают с Down of Fate 4 эпизода на манике. Примерно по 4 штуки за заход. Обычно я их собираю в Down of Fate на 4 эпизоде на манике, потому что можно быстренько в соло сбегать и сделать. Падает как-то рандомно. Минимум падало мне 4 штуки за заход. Максимум порядка 15. Сколько их падает, я подозреваю, что эти значения еще постоянно меняют. И на момент, когда ты смотришь этот видос, все уже скорее всего вообще по-другому. Но вот, по крайней мере, тебе старая инфа, от которой можно примерно отталкиваться. С ХХ падает 17-25 штук. С Праймала примерно 8 штук. Обычного Праймала, не
Хира. С алтаря на манике 10 штук примерно. 15. После разговоров дадут сферу, как при первом пробуждении. Нужно ее юзануть и пообщаться с книгой внутри. Затем выйти. 16. Появится босс из алтаря, только мирный, и прямо в городе, перед входом в алтарь. Нужно взять у него все квесты и купить Desire Love за грутины. 17. Юзаем Desire Love, а потом сферку The Hollow in Fabric. Нас портанет в алтарь, и мы посмотрим, как босс алтаря разносит мобов на нашей стороне. Тут можно ничего не делать и просто наблюдать. После этого нас выкинет в город. Главное не отъехать, пока смотришь. Вообще Юрхака сам всех раздамажит, но по приколу ты тоже можешь их побить. 18 пункт. Проходим алтарь на манике, чтобы выполнить зеленый квест Combat in Void, в награду за который нам дадут Orb of Greed для крафта Desire-воркерного шмота. 19 пункт. Крафтим у Юрхаки в городе максимальное количество Desire фрагментов, сколько хватит ресурсов. Это нужно для заточки сферы, которую нам позже дадут. Вот из чего крафтятся фрагменты и как достать ресурсы на крафт. Фрагментов Curiosity и фрагментов Order покупаем на аукционе за копейки. Если там нет, они выбиваются в цитадели. Erosion Stone только в цитадели выбивать. Hollow Livings — это фрагмент хард алтаря. Если ты все по гайду сделал и только-только открыл алтарь, то просто заходишь в прогресс и забираешь награду за хард алтарь, и тебе как раз дадут 10 фрагментов. The Hollow Fragment — это фрагменты маник алтаря. Они выбиваются, пока мы проходим алтарь по зеленому квесту 3 раза в день. The Scars of Sorcery — только выбивать в ХХ. 20 пункт. Еще 2 дня проходим зеленый квест Combat in Void, так же как мы делали ранее. Берется он у Юрхаки у входа в алтарь. Юзаешь сферу, проходишь зеленый алтарь, проходишь обычный алтарь на манике и сдаешь Юрхаке. Так 3 раза, по разу в сутки. 21. Крафтим у Юрхаки Desire Clothing. Если ты ради шмоток делал Desire Worker, то можно здесь и остановиться. Костюм есть, портрет есть. Эффекты скиллов и озвучку уже можно поменять на злые. 22. Общаемся в городской Уркэмп с Юрхакой, потом с Тенебрисом. Нам дают сферу Desire Energy. 23 пункт. Берем у Юрхаки зеленый квест Support 1. Это ежедневный квест на хард алтарь 3 раза. Или любую циту 3 раза. За прохождение которого тебе дают ресурсов ровно настолько, чтобы апнуть сферку Desire Energy на +1 каждый раз. При желании можно попроходить цепочку дальше, типа Support 2. Но я лично не заморачиваюсь. И так это все делается достаточно быстро. 24 пункт. Покупаем у Юрхаки Desire Leaf и открываем его. Так делаем каждый день, пока сферу не апнем до +9. 25 пункт. Точим у Тришки сферу Desire Energy до +9. Для этого тебе понадобятся ресы, которые у Юрхаки крафтятся, либо которые дают зеленого куста у того же Юрхаки. Раньше про них говорил. 26 пункт. Заточили сферу до +9, сдаем квест. Поздравляю, Desire Worker получен.